Wake the up, samurai. We have a city to burn. Ну что, самурай, Киберпанк 2077 переехал на сентябрь. И если ты удивлен, значит ты плохо смотришь этот канал. Конечно, очень много вопросов, как вот игра, которая собирается в следующем году, в апреле выходить. Ну вот не верю я в эту дату релиза, что на самом деле во всей красе Киберпанк предстанет вот только на Next Gen. И с рейтрейсингом, и со всем остальным. И да, настало время рубрики «А я же говорил». Сейчас, в общем-то, подробнее объясню, почему Киберпанк переехал, как я считаю, и чего же нам ждать. Но сперва немного о другом. Извините, я не мог сдержаться. Предлагаю снова хвататься за таблетки, кричать, что я сошел с ума, и все, что вы делали в начале года, потому что Horizon Zero Dawn в феврале следующего года будет на ПК. Надеюсь, друзья, вы живы, скоро будет оно. На самом деле все истории довольно простые. Разработка игр стоит денег. В случае с Киберпанком стоит огромных денег. CD Projekt Red стоит поставить памятник просто за то, что они одни из последних разработчиков вообще в игровой индустрии, которые работают вот по такой древней схеме, когда все заработанное там на предыдущем проекте тратится на новые, а возможно даже больше. Понятно, что потенциально это увеличивает, в общем-то, и стоимость компании, и стоимость интеллектуальной собственности, которой владеет и компания, именно так становится больше. Но суть в том, что это подход такой вот игры в казино, когда ты идешь all-in, и либо победа, либо смерть. И только за это, мне кажется, CD Projekt нужно прощать вообще любые переносы, все, что они делают, и даже те моменты, где они лукавят. А я думаю, что тогда, когда они анонсировали выход в апреле, они лукавили. Я думаю, что у них уже было достаточно опыта, чтобы понять, что к этому сроку они такую большую игру сделать не успеют. И если бы речь шла о новом Ведьмаке, да, сделанном там примерно на плюс-минус той же технологии, было бы понятно, что они что-то могут точно прогнозировать. Но здесь, я думаю, даже они понимали, что делая новую игру в новом жанре, потому что все-таки шутер с кучей RPG-элементов в открытом мире от первого лица, это то, что они не делали. Это несколько другой опыт создания игры относительно того же Ведьмака 3. И я думаю, что даже для них было очевидно, что вряд ли все пойдет по плану, и они выпустят игру в срок. Но дело в том, что то, что плохо понимают игроки, то, что разработчики сами не рады переносить свои игры, на все это нужны большие деньги, да, в том числе на перенос игры, зарплаты нужно платить. И я вот думаю, что, в принципе, было такое ощущение, что когда в прошлом году они анонсировали вместе с Кианом Ривзом дату выхода, что это была дата выхода больше для предзаказов и инвесторов. То есть нужно понимать, что есть инвесторы, у них есть определенные ожидания, вера в проект. На такой хайп, уровень проекта, да, там, с Киану Ривзом, и вот уже предзаказы пошли большие, могут прийти новые деньги, которые будут очень необходимы, там, CD Projekt, чтобы вот эти еще полгода над игрой поработать. Так что, мне кажется, несмотря на то, что сами CD Projekt, вот сколько я у них не спрашивал, они говорили: нет, апрель, мы будем стараться, мы всю команду настраиваем, в общем-то, на апрель. Я думаю, что это было некоторое лукавство с их стороны, но при этом необходимое, потому что им необходимы были предзаказы, им необходимо было и успокоить инвесторов, и привлечь, возможно, новых, и на самом деле настроить команду на кранч, на то, что мы вот делаем финальный пуш, мы должны в апреле выкатить. Это тоже необходимая вещь, потому что при этом, вот как психология, да, там команды работает, они, возможно, благодаря этому сделали так, что игра действительно может выйти в сентябре, а не спустя еще год. Потому что вот работая в привычном темпе, возможно, команда бы вот к сентябрю даже не успела бы. Потому что, как ни крути, как это не обидно, как бы у нас там не пытались сейчас создать профсоюз, как бы люди не рассуждали о нормальной трудовой дисциплине
на нормальных рабочих часах. Творчество так не работает, особенно такое сложное, как компьютерные игры и вот таких масштабов, как Киберпанк. Тебе все равно надо в какой-то момент посадить команду на дикий кранч, и да, многие уволятся, да, будут скандалы, но зато дело будет сделано. Другая важная мысль, которая напрашивается с релизом в сентябре, это то, что у нас игра плюс-минус одновременно выйдет и на новом поколении, и на старом. И вполне логично было подумать, что у нас будет такой кросс-ген, особенно после того, как на последнем показе явно порезали графику. Тоже интересная штука, потому что GameSpot вот попытался взять комментарии у CD Projekt, и те сказали, что Киберпанк не будет, по крайней мере, пока кросс-ген тайтлом. Что это значит? Это значит, что, ну, во-первых, я искренне считаю, что Киберпанк 2077 это как раз next-gen тайтл, который вот в полной красе будет действительно работать на ПК и на X-Gen, а текущее поколение консолей, конечно, пострадает очень сильно, и, собственно, поэтому мы увидели даунгрейд на последнем показе. И вот здесь, мне кажется, CD Projekt говорит чистую правду, когда они говорят, нам нужно время, чтобы вылезать игру. Означает это, я слышал такую информацию из студии, что у них огромные проблемы по запихиванию того киберпанка, который они сделали в текущее поколение консолей. То есть классическая история, CD Projekt PC-шная команда, они сделали киберпанк для ПК, но у них есть проблемы, чтобы вот запихнуть его в текущее поколение консолей. И здесь нужно понимать, что речь не только о PS4 Pro, Xbox One X. Они также обязаны сделать версии для обычной PS4 и для обычного Xbox One. И вот последний, как говорят, это особое мучение. Но тем не менее нужно понимать, что для команды текущее поколение консолей, оно первостепенно. Это основная инсталл-база, Next Gen, да, который будет, он еще будет ее только набирать. Поэтому версия для него, конечно же, не в приоритете. Ну и в принципе не особо можно торопиться, потому что даже вот те Next Gen, PS5 и Xbox One Series X, которые выйдут, у меня есть подозрение, что они несколько не успевают на праздник рейтрейсинга, тем более, что AMD, да, у нас в этой дисциплине в роли догоняющего. То, что я еще говорил в обзоре RTX, когда я рассказывал про Metro Exodus и рейтрейсинг, я говорил, что рейтрейсингу надо очень сильно постараться успеть на это поколение консолей, потому что тогда разработчики будут этот рейтрейсинг применять. То есть рейтрейсинг можно использовать для разных, да, там, областей графики. И вот, судя по той информации, которая у меня есть, рейтрейсинг очень ограниченно успевает на эти консоли, и разработчики будут вынуждены ограниченно его использовать. Кто-то для отражений, кто-то для освещения, кто-то еще для чего-то. Да, он будет, но в полной мере рейтрейсинг будет только на ПК. Пока что. И понятно, что когда определенные компоненты подешевеют, будут и PS5 Pro, и Xbox там XXX, которые уже будут худо-бедно с полноценным рейтрейсингом. Я вот думаю, что подобное заявление CD Projekt Red может связано быть именно с этим. Кроме того, уже объявлено, да, у них партнерство есть с NVIDIA, ну и можно догадаться, что это означает. На Google Stadia игра будет тоже на запуске, но тут неизвестно, будет ли она в полном фарше, потому что это платформа на AMD, да еще и Linux. Не факт, что у команды будет время на создание охрененной версии для Google Stadia. Хотя, конечно, Google этого бы очень хотелось. Ну и очевидно, что для CD Projekt будет спокойно и безопасно выпустить Next Gen версию чуть попозже, возможно, ближе к промежуточному поколению, там, а-ля PS5 Pro, ну просто потому, что они спокойно выпустят полноценный вылизанный релиз на текущем поколении ПК, а там уже можно будет на консолях выпустить версию, которая ни в чем не уступает ПК, да, на PS5 обычный будет чуть попроще, но будет уже не так обидно. Ну и плюс они не теряют никого из аудитории, потому что мы уже знаем, что Xbox будет обратно совместим, и ждем соответствующих новостей о PS5. Если так будет, то они вообще ничего не потеряют. Владельцы PS5 и Xbox Series X спокойно смогут поиграть в версию для текущего поколения. Я уже много раз говорил, что эти годы у нас годы перемен в игровой индустрии, привычные, в общем-то, шаблоны, они рушатся на глазах, и, скорее всего, это поколение консолей в привычном понимании последнее, и на самом
самом деле, мы уже видим, что начиная там с появления PS4 Pro, в принципе, подход и самих платформодержателей начал меняться. И, скорее всего, в будущем у нас будет сражение экосистем, а не железок. Я ставлю на то, что Cyberpunk 2077 вот в первой итерации мы увидим так, как он задуман, только на ПК. И разница будет достаточно серьезной. Обладатели консолей будут играть в сильно урезанную версию, по крайней мере, вот по освещению и кучу каких-то мелочей таких. На ПК народ будет, в общем-то, материться на то, что не может поиграть с рейтрейсингом, что нужна топовая видеокарта от NVIDIA, и, конечно, одни будут покупать, вваливать кучу денег, другие материться, что, не тянет. Все на самом деле как всегда, но я считаю, что такие игры индустрии нужны, и Cyberpunk 2077, очевидно, что это будет знаковое событие. Несмотря на то, что я до сих пор считаю, что, наверное, повторение успеха Ведьмака у них не получится не в плане качества игры, а в плане того, что Cyberpunk всегда гораздо более нишевый жанр, чем фэнтези. И это можно даже по кино посмотреть, потому что за всю историю у нас по-настоящему выстреливший коммерческий Cyberpunk — это была «Матрица». И то не потому, что это Cyberpunk, прямо скажем. Все остальные фильмы исторические, они были, так скажем, либо провальными, либо умеренно популярными. И, конечно, CD Projekt предстоит очень серьезная работа, чтобы сделать эту игру супер массовой. Но они делают очень правильные шаги, и позвать Киану Ривза — это лишь был один из них. Please welcome Keanu Reeves. На этом все. С вас лайк, комментарий, колокольчик, подписка на канал, если вы этого почему-то еще не сделали. И увидимся в ближайшее время. В любом случае, все ждем Cyberpunk 2077, даже если выйдет он в этом году или в следующем, или когда там.